Всем привет, друзья! Начинается у меня это видео с вкусного обеда в Польше. Но я надеюсь, что он будет вкусный. У меня время паузы. Я еду в Германию. И обо всем, что будет, поговорим после. Для меня это еще, кстати, обед, хотя уже 5 вечера. После обеда. А здесь нашел кафешку. И надеюсь, что она работает. Так, кирпич в какую-то сторону смотрит. Заезд, я так понимаю, дальше. Вот какой-то ресторан. Работает это все, не работает вообще, непонятно. Но я надеюсь, работает. Но выглядит все очень так печально, так сказать. Что ж, весна, все цветет. Я помылся, но мухи уже, не мухи какие-то, птеродактили летали, повымазывали мне немного. Но особенно лобовое мне засрали. Обломос вышел, ресторан закрыт еще неизвестно когда. Вот, собственно, такие дела. Ладно, сейчас поищу что-то другое. У меня просто время прижало, поэтому я нашел ближайшее что-то там на гугле и заехал. Нашел я, мне как раз 12 минут, ну тут и вообще быстро, 3 километра сразу по дороге, в принципе, которая меня вела на выезд на автомагистрали, она параллельно идет. Показалось, что есть какой-то еще ресторан, посмотрел, там вроде площадка, на старой фотке грузовики даже стояли. Ну и сейчас попробую я туда заехать. Ну... Там выезд. Ага. Ну, отлично. Отлично. Я сразу развернусь и стану там, как на фотке грузовики стояли. Красивое место, главное, чтобы здесь была еда. Нормально. Классное, спокойное место. Можно пообедать. Я решил на улице, так как места здесь много. На улице тепло. Поэтому жду свой пляцок по-венгерску. Собственно, пляцок по-венгерску с салатами. Сейчас мне еще чаек принесут. Ну что ж, отлично я пообедал, поужинал, не знаю. Значит, я отдал 35 злотых, это 8 евро за чай и за пляцок по-венгерски. Пляцок по-венгерски, кто не знает, это у нас, грубо говоря, драник конвертом, там мясо, вокруг мяса. Ну, сами видели, короче. Я по-нашему сказал бы, это драник с гуляшом, типа что-то в этом роде. Обед комплексный 28 злотых. То есть вообще в целом отличная цена. Дальше по Европе вы таких цен нигде не найдете, где вы поедите нормальной, настоящей, приготовленной, не размороженной еды. Вот, поэтому я думаю, шикарное место, кстати, ну, со стояночкой. Я забыл уточнить, на ночь стоит, ну, нужно здесь что-то платить или нет. Ну, есть такая вероятность, что если вы тут пообедали, то и можете стоять ночь бесплатно. Не знаю, как насчет выходных. То есть, кому интересно, ссылка будет в описании, где я обедал. Заезжайте, кушайте. Последняя заправка в Польше. Полные баки, полный реф, выезд из Польши, потому что в Польше дешевле, я думаю, это понятно. Ну и сейчас сразу закрываю на замок я баки, и реф, и все остальное, и AdBlue. А здесь хотел показать, стоянка на выезде, как на Щечин идем. Ну, точку оставлю, чтобы понимали четко. Здесь вот есть, я так понимаю, это стиралка и сушилка. Пожалуйста. Да, вон написано даже по-русски сушилка. И стиралка 20 злотых, сушилка 10. Вот почему я без подкрылков. Наглядный вам пример, что здесь даже у меня зазор огромный. То есть транспортное положение у меня неправильное в тягаче. После заправки следующая точка у меня была пересечение границы. Польша-Германия. Я в жизни, наверное, 3-й раз проезжаю этой границей. Конкретного знака не стоит, что грузовикам съезжать. Но все съезжают, как бы я также это делал за ними. Но дальше, как бы легковые тоже их сводят. Поэтому, наверное, лучше всего проезжать так, как я это делал. Вот здесь и стоянка, какая-то, наверное, и таможня есть. Ну и был небольшой контроль. Машинка выехала из елки. И ее сразу стопорнули, проверили. Точнее, начали проверять, что там, да как у него, как успехи вообще, наверное, спрашивали. Я стоял, ждал, затем другой полицай помахал, давай, выезжай смело, объезжай, меня никто не тронул.
Сзади машинку за мной также сразу же приняли. Вот, проверять. Все, дальше спокойно мы проезжаем по пограничной этой территории и уже въезжаем в Германию. Германия встретила солнышком, чистой пустой дорогой, ветряными этими установками. Вот, в целом катиться было приятно. Сразу же по въезду в Германию мы видим знак «Конец зоны всех ограничений». Все, делаем, что хотим. Шикарно. К обзору сразу первый паркинг после границы. Но я сюда заезжаю, потому что у меня файлы не хотят качаться с регистратора. Что-то там сбой какой-то. И надо мне перепроверить. Я сразу не проверял, когда по-новому его поставил. Сзади коллега может и на паркинге. Я сейчас стану так вот косо-криво. Ну, елочка, понятное дело, все занято. Но вот одно место было, хотя тут остановиться, возможно, нельзя было. Не знаю. Так, а я вот так стану. Сейчас все перепроверю. И поеду. В такой период, конечно же, приятно ехать по Германии. Ну, как бы, конечно, для меня недолго, но все же нормально. Движение не сильное. Время у нас 9 часов. Как бы хорошо очень даже катится. Еду я сейчас по десятке. В сторону Ганновера, и потом я в сторону Франкфурта на Майне буду ехать. Ну, это уже потом мы с вами обсудим. Значит, оплата дорог у меня ДКВ Бокс. На нем указано количество осей 6 у меня, так как трехосник, и Евро 6. Тягач стандарта больше 18 тонн. Все, здесь все настроено было, мне ничего не надо клацать. Только включаю я в розетку. Кабель я кинул под панель. И там у меня розетку высовываю, втыкаю, когда по Германии. Бокс у меня еще там Франция, Бельгия, если вдруг выпадет когда-то. А так в целом Польша и Скандинавия, я его выключаю, садится батарейка, и он потухает, потому что я не разобрался, как его выключить вручную. По-моему, это невозможно сделать. Ну и чтобы он не светил ночью, поэтому я специально сделал так розетку, чтобы она у меня не была видна просто-напросто, да и все. Собственно, свет мой я переделал на красный, чтобы у меня сочеталось с оригинальным сканевским. Вот, я думаю, получилось очень даже неплохо. Поменял также я все лампочки на белый свет от ужасного желтого света. Вот я не знаю, потом как-то, когда лампочки поменял, подумал, все-таки зря, может, не снял видео полностью, как лампы разбираются, там все это вынимается, разбирается. И там проблемка такая была в той лампочке, там стоят такие, как правильно их назвать, я не знаю, штучки, короче. Я думал, они запаяны, у меня лампочка не влазила по высоте. Вот, но оказывается, они тоже ничего там не запаяно, там все можно разобрать, подвинуть под свои размеры. Вот, в целом все получилось хорошо. Ящики также я поменял свет. Единственное, в задних я забыл про них вообще, что там есть даже эти лампочки, потому что днем я проверял, думаю, когда считал лампочки, я открыл ящик, я даже не понял, что там свет загорелся желтый, этот отвратительный. Ну и в целом, если будет такой интерес, вы пишите, если будет много таких отзывов, чтобы показать сравнение, какой был свет ужасный в салоне и какой сейчас стал, как я это все менял, разбирал, то я это все покажу по-новому, просто-напросто сделаю на выходном дне без всяких проблем. А так теперь у меня вот беленький, красивый свет в салоне, очень даже приятно. Паузу хочу заехать сделать 30 минут и добить 10 час. И вот ужасная темная некая стоянка. Стоят уже на въезде. Ой, на въезде, да, на въезде. Ужас. Вот это вот оно мне надо, вот этот вот. А бы что. Так, ну я не знаю, куда мне поехать и податься, чтобы отстоять паузу. Плавный поворот налево. Ну. Туда я точно не попрусь. Поеду туда. То есть один вот так, этот там так. Тут легковая какая-то, кошмар. Тут прицеп не этот самый, не цепануть. Нет, нормально. Все про это самое продумано.
Ну и тоже вот на въезде станешь, и кто-то будет залетать на паркинг проверять, и хер выйдет. Ну и вот все ряды я просматривал между машинами, все забито. Я попробовать, может, на выезде еще там приткнуться. Я, наверное, вот сейчас знаю, что я сделаю. Я вот сюда сдам сейчас задом, чтобы отстоять паузу. Вот, чувак вообще в канаве просто, ну это жесть какая-то, реально. Так, ладно, буду парковаться. Что ж, зацените мой задний ход с дополнительным светом, потому что в родном, как я говорил, в Шмите в этом, хоть и LED, но вообще ни о чем. Но с дополнительным очень даже хорошо, все четко видно. Легковая все-таки ехала. Ну, я прошел, посмотрел, что здесь, оказывается, такое большое место, как бы в целом здесь с любым разъедешь, и я решил перепарковаться. Выезжать из линии, думаю, никто не будет. Если кто-то будет, я вперед могу продвинуться спокойно на рывке. Поэтому стану и спокойно отмотаю свою паузу. Или это тоже автохоф считается, я не знаю, я сомневаюсь. Но вот интересно сейчас найти Ваше место назначения находится слева. на автохофе. Вообще, с какой стороны тут где заезд на этот автохоф? Ну, тут автохоф, конечно, его вообще слабо можно назвать, если тут так все устроено, открыто полностью. Да. С какой стороны тут начинать просто искать, и где его конец? Я проеду еще чуть вперед. Что ж, стал я очень круто. Но вариантов немного. Ну, кстати, нормально я стал. Кому ничего я особо не буду мешать. Ну и завтра я посмотрю, кто первый отсюда дернет. Я вырулю, да задом поставлю, припаркуюсь. Я уверен, что кто-то отсюда съедет. Поиск паркинга был легкий квест, но это, как всегда, нормальное явление в Германии по отзывам, последним комментариям. Я же здесь не был давно, вот, поэтому, ну, ничего нового, в принципе, не произошло с последнего раза, как я здесь был. Первую стоянку заехал, все забито, вторую все забито, но у меня вышло такое время немножко специфическое, как раз не туда и не сюда. Вот, потому что где-то в час, в 2 ночи там почтовики начинают выезжать со стоянок, то есть и нужно искать места, где спереди загонять задом прицеп в елку, потому что сзади обычно уже заставлено теми, кто приезжает поздно. Но было у меня время 12 ночи, получается, и говорю, что ни туда, ни сюда. И в итоге я залетел на автохоф. Весь автохоф был забит. Кругом стояли машины, даже вдоль автохофа и на обочинах, и как, и так, и сяк. Автохоф открытый. Цена 10 евро, 5 евро вам дают ваучер. На 5 евро вы можете все приобретать в магазине, также душ и т.д. т.п. Кроме, как он сказал, кроме табачных изделий, кроме чего-то там еще. Я забыл чего, короче. Но в целом вы практически все можете там купить. Также и ресторан. Я, кстати, скоро пойду, наверное, использую ваучер этот на 5 евро. Друзья, вышло у меня за картошку фри 2 котлеты, 2 шницеля. Кетчупа еще дали. 7 евро, то есть минус 5 евро вот эти парковочные. Но я 2 котлеты брал, поэтому мне вышло так дороже. Вышло бы там на 3 евро дешевле, если бы я взял одну котлету. То есть у нас вот по расценке. Сейчас я вам покажу. 1,99 вышло. 9 у меня вышло за шницели, то есть наполовину 4,5 евро был бы. Да, ё-моё. 4,5 евро у меня был бы шницель. Ну вот вам все понятно. По стоянке, кстати, на лобовое стекло также дали тикет. У него второй корешок. У меня здесь указано время и номер. Туалет здесь платный каждый раз. 50 центов туалет стоит. Ну, туалет такой, как бы, для платного не очень, конечно же, мое мнение. Вода была холодная в умывальнике. У меня, главное, как бы был умывальник. Вода там была холодная. Душ 2 евро. И стиральная машина также здесь есть. 4 евро. Вот, я оставлю то же самое в описании. Вы найдете ссылку, да, на этот автохоф, где я был.
И этот рейс у нас выйдет контрастный очень, потому что в Германии уже в полную весна, все расцветает, зеленое все. Ну и мы поедем в Норвегию, посмотрим, как же у нас будет там на протяжении всего маршрута проходить дела. И температура здесь тоже 20 градусов стоит, то есть очень даже тепло. Немного посмотрим с вами, как живут немцы, какие у них дома. Как видите, дома обычные, примерно там плюс-минус друг на друга похожие. Также виднеются в каждой деревушке, в каждом маленьком городке вы всегда увидите старые какие-нибудь постройки, амбары или что-нибудь в этом роде. Что ж, выехал я. Ну и здесь вот все забито, там сзади, спереди, стоянка, уже все елки, 8 вечера. А я небольшой отзыв добавлю еще. Сходил в душ, а там, где душ именно с туалетом, все чистенько, все аккуратненько, вода теплая. Поэтому, кстати, ну, меня все устроило, так сказать. Человек, который деньги собирает, он же убирает, то есть вы не зря платите деньги за чистый душ и за чистый туалет. Если кто-то сюда потом когда-то приедет и нарвется на что-то грязное, может, не повезло или смена другая, не знаю. Что ж, коллега сдает боковую парковку. Стекло мне, конечно, было лень мыть, сейчас оно будет точно такое же, я не стал это делать. Ну и вот второй тоже стоит. Возможно, это он помогает, или это спереди стоящий. Почему нельзя было тому коллеге с красным полуприцепом подвинуться? Чувак, да, это был с красного полуприцепа. Загадка остается, почему он не дал назад. Ну, возможно, у него какие-то есть свои на это причины. Я чувствовал, что не нужно мне мыть стекло, оно помоется само. Ну и посмотрим, как раньше работала схема, что когда в Германии идет дождь и ты едешь по автобану, то машина у тебя с прицепом становится чистая. У меня все было чисто, просто в пыли такой хорошей. Что ж, отлично, начинаю я среду в час дня. Ночку я поработал до 3 ночи, с 20 вечера до 3 ночи. Сейчас я тут приехал, прям под фирму стал. Вот. Пошел, все узнал, дали рампу, открою двери и на загрузку. Выгрузили меня тоже вчера очень быстро, за минут 30, наверное. И я спокойно полетел дальше. Особо ничего рассказывать там нету. Ночная Германия, дороги. А здесь у меня напротив автошкола, вот девушка учит ездить на мотоцикле. Видали, какие пальмы у меня тут? Я почти на югах. Сделал я одну загрузку. И вторая моя загрузка в 256 километров. Мопед тестят люди. Мне сказали, что они работают, могут работать, но это не точная информация, до 18. И если они работают до 18, значит, я успею загрузиться. Мне 3 часа езды. Ну, это без пробок. Если какую-то где-то я пробку словлю, то конец истории будет. Ну и если я загружусь, конечно, это было бы шикарно. Я бы завтра успел бы на паром. А так, на пятницу на паром, то есть завтра буду куковать, еще ждать пятницы. То есть загружусь утром, поеду где-то там в сторону Киля, где-то стану и буду ждать парома. Вот, пятница, то есть в субботу я буду на Норвегии. Ну, посмотрим, в общем, как оно сейчас выйдет. А сейчас вот едем по такой вот немецкие провинции. Вот здесь, в таких местах Германии, мне вот нравится. Здесь и чисто везде, и промки чистые, и все аккуратно, все хорошо. Домики такие прикольные архитектуры. Ну, вот оно... Да, это вот такие места и в Голландии, и в Бельгии есть. Вот где-то вдали от этих всех автомагистралей, всего остального. Вот сады у людей, видите, какие. Все зелененькое, все красивое. Значит, что вот по Германии проехав, да, вспомнив что-то где-то. Да, кстати, я еще... Люк забыл закрыть. Я нарывался на русский язык. Очень часто в плане, вот сейчас на загрузке по-русски.
На выгрузке было по-польски, то есть либо польский, либо русский. На заправке было по-польски и по-русски. Ну вот, то есть, ну, нормально. Но мне так, возможно, фартило, потому что когда я предыдущий раз сюда заезжал, давновато когда было, да, то я попадал конкретно на фирмы, которые просто разговаривали, вот, им немецкий, они антирусский, антианглийский, только, типа, немецкий. Вот я попадал на такие фирмы. И очень как-то часто мне это выпадало, но сейчас нормально, пронесло. Загрузочка, конечно, была не быстрая. Не быстрая, хотя груза у меня там на пол прицепа. Хотелось бы мне немножко побыстрее, чтобы это все дело произошло на сегодняшний день, но уже как есть. Значит, будем ехать, посмотрим, что из этого всего выйдет. И, значит, немножко у меня вот непонятки возникали, вот когда ты летишь по автобану, да, и выскакивает просто знак 60. И здесь вот у меня замешательство, что знак 60 и все валят, как валили. То есть зачем знак 60? Да, ладно, хорошо, есть другой момент, смотрю, все в тормоза, я тоже, камера. Думаю, ну и вот это вот, да, проблема, что не стоят знаки, что впереди будет камера скорости. Вот это вот, я как-то подзапамятовал вообще вот этот вот моментик. И вот если ехать одному, ну, например, вот первый день ехал я по двойке, очень даже свободно было. Я даже очень часто ехал с дальним светом. А здесь же вчера семерка, то она очень просто ночь, 2 часа ночи, все один за одним валят, не прекращая. Но кто-то умудрялся там на легковых с дальним еще светом проезжать. Я вот этого сейчас не понимаю, зачем в потоке таком ты еще пытаешься там где-то дальний свет включить. Ну ладно. Знаки 60, радары. Моментик, что начал я очень часто видел я по дороге, что по двойке, что по семерке, стояли на обочинах. Вот, то есть такая вот обочина, чуть-чуть туда шире. Карманы, типа, ну, как они не карманы, это не парковки, это типа как сосы, там, я не знаю. Я точно знаю, что раньше в Германии через минуту приехала бы полиция, и в лучшем случае, если вас просто выгнали, еще бы в плечи вам и штраф дали бы. Но сейчас они, смотрю, стоят и зашторенные, вот дело в чем. Стоят зашторенные и спят вот просто на обочинах, на автобане. Это уму непостижимо, я такого не помню, я первый раз такое вижу вообще. Кто тут в теме в краях рассекает, расскажите, поделитесь. Да, где-то ремонт какой-то, например, закрытая полоса, хоп, сдвинуты там шашки. Смотрю, фуры зашли, все, нормально, стоят в ремонте. Ну, это жесть какая-то. Так, еще что я... автобан, ну, я не знаю, как все, но вот я по семерке, получается, ехал по двойке. Вообще освещения нету. То есть в Швеции, в Норвегии по основным дорогам международного значения у вас везде все освещено, каждый угол. Вот. Здесь же света нету от слова совсем. Вот, это я заметил. Ну, как бы за счет того, что огромный поток машин, вот этот вот он идет, все как бы в фарах везде, то это не сильно сказывается. То есть, вот. Хотя, с другой стороны, например, в моем случае, когда у меня целый отряд здесь фар везде, мне лучше, когда ночь, темная дорога, ну, либо она, конечно же, полностью, чтобы была освещена, либо полностью темная дорога и ни одной машины. Я влупил свой дальний, у меня все везде видно, все кусты, все эти самые звери и так далее. Я спокойно себе еду. Вот. Ну, в целом, нормально проходит сегодня среда. Вот у меня уже 3-й день я тут тусуюсь. И мне, вне зависимости, загружусь я, не загружусь, нужно будет какой-то магазинчик найти, заскочить там, кое-что докупить уже с собой. На Скандинавию и к футболу сегодняшнему. Сегодня у нас среда, ответный матч Лиги Чемпионов. Ну, кто меня смотрит, все знают, за кого я болею. Тут это ни для кого не секрет. И болею я уже очень много лет, больше 10. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Ну и конечно же, то есть, видео мы закончим этим, когда я приеду в порт. Следующее видео будет уже у нас паром отдельно. Я, наверное, сниму целое видео этому посвящу. Не каждый день на таком ходишь. Ну и дальше пойдем снимать, куда я там поеду. У меня уже планы созрели.
Хотел сказать, к 8 марта растят, но 8 марта ж уже прошло. Туннель целых километр 724 метра. Правда, закрыта одна полоса, но едем более-менее уверенно. Полиция кого-то отловила, что ли, в тоннеле? Или кто-то здесь стоял, они приехали выяснить, что случилось. Может, машинка поломалась, поэтому закрыли полосу. Никуда я не успел, загрузка завтра. Посмотрел по карте, сейчас рядом магазинчик километр, поэтому прогуляемся туда. Название его Рева. Посмотрим, что там есть. Точнее, мне что надо? Мне нужна испанская колбаса. В теории в Германии должна быть дешевле, чем в Швеции. Вот я ее поищу. Ну и к футбольчику, к пивку что-то. Пивко у меня есть. А может и пивка, в принципе, немецкого надо взять. Да, правильно, я же в Германии. Вот. Здесь проезжал городок, деревушки, националка. Очень интересный такой маршрут получился. Вот типичная Германия, ее деревушки, очень красиво. Такая Германия мне нравится. То есть она, в принципе, я думаю, любому нравится. Поэтому это переходите на второй канал. Вы ссылку найдете в описании. Кому интересно, полный маршрут посмотрите. Как всегда, там без слов, просто дорога. И самое интересное, что проезжал такую достаточно таки большую деревню, и ни одного магазина там не было. Только в самом конце там ресторанчики были. Вот, то есть, если в Норвегии самая маленькая деревушка какая-то, где-то что-то еще будет, там будет в любом случае киви какой-нибудь там, или еще что-нибудь, куб какой-нибудь магазин. Ну, что-нибудь да будет. Но здесь вообще ничего не было. Здесь оказалась тропинка. А так, погода шикарная. Около 19 градусов, солнышка нету. Вообще шикарно, в майке иду. Интересно, в Норвегии смогу я в майке походить еще или нет? Сомнения берут, что я смогу выйти здесь, пройти точнее. Просто интересно, куда та тропа пошла, по которой я вначале шел. Ну здесь, ну в принципе, что-то я туплю. Здесь же машины стоят, значит они откуда-то заехали. И я, собственно, сейчас там выйду где-то примерно. И магазин будет уже недалеко. Так, я все-таки в итоге вышел просто тупо на дорогу. Но я вижу уже вывеску магазина. Но у меня как бы тут вариантов нету никаких, кроме как идти по дороге. Был бы у меня шлем, можно было попросить, чтобы подкинул. Слушайте, как вообще в Германии с этим делом обстоят дела? Могут меня вздрючить или нет? Я думаю, да. Ну, блин, провтыкал я, что я могу сказать. Все-таки надо было мне идти другой дорогой. Ну, здесь чуть-чуть. Тем более, вон остановка. То есть, я так понимаю, люди пешком до нее ходят. Поэтому здесь нормальное явление. Мне тут чуть-чуть пройти. А потом я пойду просто другой дорогой, которой я шел первоначально. Только я решил сократить и в итоге попал непонятно куда. Короче, можно спокойно заехать сюда на сцепке. Стоит лесовоз. Пришлось взять целую телегу, так как корзинок в магазине нету. Ну, это такое вот частое явление в европейских странах. Начал смотреть на пиво и посмотрел на цены. И у меня зашаталась голова. Я таких цен давным-давно не видел уже. Это за даром можно считать. Хотел я уже схватить целый ящик, потом подумал, как же я его дотащу. То я завтра утром загружусь, сюда заеду и зацеплю с собой ящичек, наверное. Вот ради чего я сюда пришел. Испанской колбаски. Ребят, цены вообще офигенные, я вам хочу сказать. Поэтому завтра я еще заеду сюда, докупы сделаю. Я не буду показывать, не моя тема, но просто цены почти, наверное, лучше, чем в Польше. По ценам, что вам я скажу? Что я вначале как зашел, да, сразу увидел цены на пиво и цены на овощи с фруктами. Они приятные. Дальше частично, где-то нормальные, где-то ненормальные. И сравниваю я сейчас как бы со Швецией, с Польшей в первую очередь. Норвегию, конечно же, нечего брать. Поэтому какие-то дешевле, какие-то дороже, что-то лучше, что-то хуже. То есть, вот, поэтому тут каждому свое.
Ну, такого вау, только, конечно, вот эти воды, пиво. Это да. Овощи, фрукты тоже меня удивили по ценам. Вот, по мясному надо смотреть. Опять-таки, по рыбному нечего ловить вообще абсолютно. По рыбному, наверное, в Швеции будет лучше. Ну и в Польше тоже. Вот. Что там еще-то было? Ну, я же говорю, такие вот эти всякие мыльно-рыльные. Вот эта вся движуха тоже, да, в Германии стоит это дешево. К примеру, в Швеции я давал 9-8 евро за большую банку шампуня своего, который покупаю. Здесь я отдал за него 6 с чем-то. Затем тоже там Дезик. Тоже там я, наверное, в 2 раза дешевле его купил в Германии, чем он стоит и в Польше в целом, и в этом, и в Швеции. Что ж, дам свой отзыв. Купил вот себе такую штуку. Написано было пудинг на натур. Вот. Но пудинг я люблю и ищу, конечно, вкус детства, но до сих пор такого не могу найти. И думаю, дай попробую этот. Это, конечно, далеко не такое, что я искал, сметанный пудинг, да? Кто помнит из детства. Но это тоже вещь классная. Это типа на манке какой-то или что? Я так и не понял. В общем, 2 с чем-то банка. Это в случае чего полноценный завтрак, либо полноценный ужин, целая банка. Классная штука, мне понравилась. Ну и по составу тоже как бы здесь все в порядке. Никаких ничего нет. Что ж, у нас четверг, что-то погода испортилась, или кто-то ее испортил. А я на второй и последней загрузке. И пообщались мы с немцем, конечно, шикарно. Он на немецком, я на непонятно каком. Но друг друга поняли, так что язык жестов решает все. Вот теперь я верю, что я в Германии. Куда-то ползем, там сужение, там ремонт, а вроде нет ремонта, просто сужение. Все рассосались, полиция проехала. Я никуда не съезжал, потому что вначале они шли по обочине, то есть мне не было в этом смысла. Вот и подошел мой круиз по Германии. Я прибыл в Киль, в северное сердце Германии, так называемое. Отсюда у меня паром. Отсюда у меня паром на Осло. Что я могу в целом резюмировать, да, по Германии? Не хочу я сюда ездить, вот что я могу только сказать. Из плюсов, да ничего, наверное, из плюсов я не могу сказать, для себя конкретно, да, то есть я привык ездить по Скандинавии, по национальным дорогам, по меркам, как в Германии, да, вот в Германии националки мне понравились, красивые деревушки, окрестности такие, все красиво, цветет, пахнет, чистенько, да, местечки можно найти для стоянки очень красивые, магазины цены адекватные. В этом плане да, как бы, вот. Ну, а все остальное, автобан, это вообще не моя тема. То есть я не знал, чем мне заняться, что мне делать, спать лечь за рулем или что. Телефон нельзя держать, ноутбук не поставишь, могут срисовать. Закончилась у меня память на одной из камер, значит, я вовремя, а тут ко мне подкрадывается кто-то. Пожрать, наверное, просит. Иди рыбу лови. Вот, все, друзья, короче, вы поняли, да, что это не моя тема, здесь мне ловить нечего. Все, спасибо всем за просмотр, пока-пока.